Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить идеальный рецепт приготовления блинов с начинкой. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Они получаются тонкие, очень нежные и сочная начинка внутри. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Первым делом нужно приготовить тесто. 6 яиц я отправляю в глубокую миску. У меня яйца небольшие. Если у вас яйца большие, то можно и 5. Добавляю где-то 2-3 столовые ложки растительного масла без запаха. 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку без верха соли. Сюда же добавляю молоко. У меня 800 мл. Все сразу не добавляю. Все хорошо смешиваем венчиком. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему столько яиц. Нам нужно, чтобы блинчики были без дырочек, так как мы готовим с начинкой. Вот этот рецепт, это просто идеальный рецепт именно для блинчиков с начинкой. Любой, с творожной, с мясной. Вот у меня сегодня мясо, грибы будут. Вы можете приготовить вот такие блины, начинить их и потом отправить в морозильную камеру. Когда нужно, поджарили и подали на стол. Теперь добавляем муку. Муку обязательно просеиваю. Муки у меня 300 грамм. Всю ее высыпаю, насыщая кислородом. Мука имеет свойство слеживаться, поэтому обязательно пропускаем через сито. Все смешиваю до однородности. Масса у нас не должна быть густой. Именно жидкое тесто дает очень тонкие и красивые эластичные блины. Сначала до однородности хорошо смешиваем мучную массу, чтобы комочков не было, а потом уже будем добавлять остальное молоко. Из этой массы очень много блинов получается, где-то 30 штук. Тоненькие, эластичные, потрясающие. Соду мы сюда не добавляем. Вот посмотрите, масса уже почти однородная. И добавляем по чуть-чуть молоко. И все смешиваем до однородности. Мы еще дадим нашему тесту постоять. Клейковина муки еще раскроется, и оно станет гуще. Мука и яйца по объему и по качеству могут отличаться, поэтому смотрите на конечный результат. Вот так все хорошо смешали. Масса однородная. И сейчас накрываем крышкой либо пленочкой и дадим 15 минут отдохнуть тесту. Пока тесто отдыхает, приготовим ингредиенты для начинки. У меня здесь репчатый лук, головка лука, 500 грамм. Нарезаем мелко кубиками. Луком точно не испортите фарш и грибы, поэтому лука можно побольше. Итак, лук готов. И сейчас будем измельчать грибы. Итак, мы сейчас будем нарезать шампиньоны. Отделяю шапочки от ножки. Нарезаем кубиками. Здесь у меня 400 грамм. Они еще ужарятся, уменьшатся в размере, поэтому сильно не мельчу. Грибы хорошо промыла под проточной водой и откинула на полотенце бумажное, чтобы стекла излишняя влага. Грибы готовы. И сейчас нарезаем тоже кубиками 1 перчик сладкий. Убираем перегородки, семена и тоже нарезаем кубиками. Все готово. Идем обжаривать. Сковороду на средний огонь. Немного растительного масла. Добавляю топленое масло. У меня мясо не жирное. Чуть ниже среднего. И нам нужно обжарить лук до нежно-карамельного цвета, золотистого. Вот на этом этапе уже влага выпарилась из лука. Он стал прозрачный, нежно-золотистого цвета. Отправляем сюда фарш. Фарша у меня 1 килограмм. Вот так его распределяем. И будем жарить с луком на среднем огне, время от времени помешивая.
минут 10 обжарила. И сейчас будем добавлять воду или бульон, если у вас есть. И будем томить. Я добавляю 100 мл. Накрываю крышкой и будем томить минут 20. Итак, посмотрите, мясо наше великолепно 20 минут прожарилось. И сейчас будем добавлять специи, присаливать, все по вкусу. Немного сушеный красный перец, чили. Он очень острый, поэтому я много не добавляю. Красный молотый перец, черный молотый перец, немного куркумы и немножко кориандра. Все хорошо смешиваем. И сюда же теперь добавляем грибы и перец. Все хорошо смешиваем. Время от времени будем помешивать. И сейчас будем тушить минут 10-15 при закрытой крышке. Так, наша начинка готова. Все, дадим ей остыть и будем жарить блины. Где не достает, дополняем. Они жарятся очень быстро. Их слишком сильно зажаривать не нужно. Они должны оставаться эластичными. Поэтому, как только чуть-чуть схватится, сразу переворачиваем. Вот буквально я сразу уже снимаю, не жарю. Очень легко снимаются со сковороды. Я нанизала картофельную очищенную на вилочку. И в растительное масло макаю. И вот так вот смазываю сковороду. Очень удобный лайфхак. И не ждем, сразу снимаем с огня. И теперь только успевай, один за другим. Итак, наши блины готовы. Один маленький получился блинчик. И получилось 20 по 26 сантиметров в диаметре. Если вы готовите диаметром 18 сантиметров, у вас получается 32-33 блинчика. И посмотрите, какие они тоненькие. Я просто вам покажу, какие они эластичные. Посмотрите, какие они тоненькие, тонюсенькие, очень эластичные, красивые, просто изумительные. Тоненькие, как папирус. И без дырочек. Вот посмотрите, верхний блин вам показываю. Какой он. С одной стороны темный, с этой стороны белый, вернее светлый. Так и должно быть. Мы как раз этой стороной будем обжаривать, а этой стороной начинять. Очень красивый рисунок. И вот посмотрите, блинчик какой. Смотрите, как он собирается. Очень нежный. Посмотрите, какая у нас сочная начинка. Если вы хотите, чтобы у вас начинка была поплотней, пастообразная, вот в таком виде пропустите ее через мясорубку. Я не буду, я хочу, чтобы грибочки чувствовались. И вот в этот момент, когда она уже немножко остыла, можно добавить еще перчика, соли, проверить. Все готово. Блинчик выкладываем светлой стороной вниз и выкладываем хорошую ложку начинки столовую. Ну, в зависимости от того, какие вы блины делаете. У меня блины большие, поэтому я ложу хорошую ложку. И сворачиваем, как обычно блины заворачивают. Вот такая красота. И так, чтобы блинчик уложить на шов.
так и будем жарить, чтобы потом шов запечатался и блинчик чувствовал себя более уверенно в руках, когда пробуешь его. У меня на канале есть очень много видео, хорошие видео приготовления блинов. Я оставлю ссылочки под видео в описании, в инфобоксе. Посмотрите, мои дорогие. Устанавливаю на блюдо и отправлю в морозильную камеру. Накрою пленочкой. Разморозили очень удобно. Разогрели на сливочном масле, обжарили с обеих сторон до золотистого цвета. И завтрак готов. Это отправляется в морозильную камеру. Так, все блины готовы. И сейчас пойдем жарить. Идем обжаривать блины. На сковородку немного топленого масла, либо сливочного. Огонь ниже среднего. И выкладываем швом вниз. Я уже отключила сковородку и выкладываю все блины, чтобы они были горячие к подаче. Я их сильно не зажариваю ни в коем случае, чтобы они оставались максимально нежными. Все готово. Итак, дорогие друзья, блины у нас получились очень вкусные. Сочная начинка внутри и тоненькие-тоненькие. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Буду очень признательна отдельно за комментарии и обратную связь. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.